Ну что ж, еще одна Horizon уже не за горами, а я также, как и многие, жду, чтобы прокатиться по новому миру, который будет с нами на ближайшие несколько лет. Всем привет, вы на канале Rootkit Racing. В этом видео я коротко расскажу о самых интересных особенностях геймплея, что ждут нас в новой игре 19 мая. Playground Games в этот раз будет знакомить нас не только с новой картой и новыми гонками, но и автомобильной культурой Японии, тусовками, тюнингом и целой жизнью внутри фестиваля. Игра выходит 19 мая на Xbox и ПК, владельцы премиум издания смогут зайти уже 15 мая. И позже, скорее всего, в этом году будет версия для PlayStation 5. Да, Forza на PlayStation до сих пор звучит как сюр, но времена поменялись, приоритеты, видимо, тоже. Но ладно, самое интересное, конечно, не в дате релиза, самое интересное, что именно они туда напихали. Но прежде чем начать, прошу вас подписаться на этот канал, потому что нет лучшей мотивации, чем видеть новые подписки и лайки под своей работой. Заранее спасибо каждому, кто поддержал. Начнем с того, что на старте будет более 550 машин, хоть и многие модельки, судя по трейлерам, перенесены скорее всего из старой части, разработчики сделали фокус на том, чтобы машины ощущались по-разному в зависимости от роли в игре. Переработали баланс всего автопарка по классам и добавили новые для более трековых, заточенных под асфальт машин. Обновили Forza Aero с индивидуальной настройкой под конкретные машины. Для людей, которые любят собирать что-то визуально цельное, а не просто корчи с высокими характеристиками, это полезная вещь. И да, еще одна мелочь, которая на самом деле не мелочь, анимация руля теперь до 540 градусов. Движения будут не такие условные для вида, а заметно более живые. По кастомизации все должно быть очень интересно. В игре будут новые обвесы и лицензированные бренды, включая Liberty Walk, Rocket Bunny и Origin Lab. А это уже, извините, не просто набор деталей, это уже культурный код, если угодно. Особенно для тех, кто любит GDM, Кайда и вот это вот все. И да, инновация, как они выразились, к чему уделили очень много внимания, теперь можно клеить ливрей на стекла. Да, наконец-то. Ну ладно, если честно, для японских машин и культуры это было необходимо, поэтому спасибо, выглядит неплохо. Туда же и новые типы покраски и материалов, и раздельная покраска элементов аэро. Иногда, кстати, именно в тюнинге и проходит полвечера, не в гонках, не в фарме, а в том, чтобы 10 минут выбирать оттенок серебра, потом еще 20 правильные диски, а потом понять, что все нужно переделывать. И, кстати, про диски, их добавят больше сотни новых, и теперь можно ставить разные колеса спереди и сзади. Вот только я не увидел группировки по производителю, все свалили в одну кучу, надеюсь, это поправят. Forza Horizon 6 будут разбросаны по миру машины уже в тюнингованном виде, какие-то можно будет протестировать, какие-то добавить в коллекцию. Прикольная идея для исследования мира, и игра начинает подсовывать тебе не просто машины, а готовые билды с характером, готовые идеи для вдохновения. Также будет система поиска машин по фотоподсказке, по ней нужно понять, где на карте спрятан заброшенный автомобиль, потом ты его находишь, восстанавливаешь и забираешь себе. И коллекционный журнал станет важной частью прогрессии, через него будут открываться награды, винилы, подсказки и другие штуки, не просто список с ачивками. А теперь одна из новых и интересных фишек – это Car Meets. В игре будет 3 постоянных места для сходок, одна из которых Дайкоку в Токио. И если ты хоть немного интересовался японской автомобильной культурой, ты знаешь, какое это культовое место. И самое главное – это часть общего мира, без загрузки, без перехода в отдельный режим. Просто приезжаешь, смотришь машины других игроков, подходишь, оцениваешь ливреи, скачиваешь сетапы, если надо, или покупаешь стоковую версию понравившейся тебе машины через автошоу. Рядом с машиной будет стоять еще и персонаж игрока в своем стиле, в своей одежде. Мелочь, а приятно. Из таких мелочей потом и складывается ощущение сходки, а не просто набор машин на стоянке. Как сделать этот Car Meets еще интереснее, Forza делает довольно хитрый ход. Прямо из этих локаций, из живого мира ты можешь уехать в другие активности, на драг, заезд на время, уличную гонку и так далее. То есть логика очень простая. Сначала собрались, посмотрели машины, поделились сетапами и поехали. Как это собственно и работает в реальной культуре. Не через меню, не через 5 загрузок, а сразу. И это круто. Дуэли в горах тоже будут, и это одна из самых ожидаемых вещей для игры про Японию. И если они
не испортят это странными условностями, а дадут нормальную динамику, узкие участки и ощущение ритма, то это может стать одной из самых любимых активностей в игре. Если игра придаст всю красоту и ощущения, будет шикарно. Гонки на время, кстати, тоже реализованы легко и удобно. Подъезжаешь к трассе, проходишь стартовую арку, сразу едешь круг. Без загрузок, без лишнего мусора. Игра показывает твои сплиты, лучшее время и лидерборды с другими игроками и друзьями. И все это обновляется по сезонам. Драг тоже, как полагается, с синхронными светофорами. Прокачали Event Lab, теперь можно строить почти где угодно, двигать стартовую решетку и наконец-то, о господи, тестировать трассу прямо в процессе строительства. Совместное строительство в реальном времени тоже прикрутили, то есть теперь огромные пользовательские трассы, арены можно будет собирать не в одиночку, а вместе. У игроков еще будут собственные кастомные гаражи, которые кастомизируешь как душе угодно и живешь там, кому нужны эти кредиты на недвижимость, когда есть гараж. Декор, расстановка, 4 выставочные машины с возможностью показывать все это другим и скачивать чужие варианты. Ну и быстро пару фактов про ПК-версию, потому что она будет полна современных фишек. Поддержка 4К HDR, неограниченная частота кадров, поддержка ультрашироких экранов, DLSS 4, генерация кадров, улучшенное отражение. Все эти рендер-настройки можно менять без перезапуска. Есть превью изменений и отображение использования памяти и встроенный бенчмарк. Забыл, кстати, сказать про кросс-сохранение между всеми платформами. Удобно, начал на ПК, продолжил на консоли или наоборот. Если обобщить, то Forza сейчас выглядит как самая насыщенная Horizon за долгое время, ну и большим плюсом выступает Япония, которую многие ждали. Каждое событие связано друг с другом, и бесшовный переход от одного к другому должно положительно отразиться на восприятии мира и культуры этой страны. Спасибо, что досмотрели видео до конца, буду благодарен, если поддержите канал подпиской и лайком. Увидимся!